Привет, я Ира. Добро пожаловать в Логово интроверта. И сегодня я хочу поговорить об истории флота. О том, как развивались корабли в ходе столетий. Как, начиная с первых драккаров, на которых ходили еще викинги в 9 веке, произошла эволюция до практически наших современников. Как спустя столетия корабли становились эталонами своего времени и оставались в истории. И лучше всего, мне кажется, это иллюстрирует кубинская серия, которая была выпущена в 1972 году. И первая марка из этой серии, на ней мы видим драккар или корабль викингов. Такие корабли выходили в море с 9 по 12 век. И помимо своего названия, они еще назывались лонгшипами из-за своей длины. То есть в длину такие корабли были 23-25 метров и всего 5 в ширину. Когда мы смотрим какие-то исторические фильмы или читаем книги, то часто видим такие корабли с драконами на киле. Но драконы были на таких кораблях не всегда. К тому же они были у каждого свои, у каждого корабля было свое мифическое животное, которое говорило о том, чей это корабль, кто на нем находится. Также головы были съемные и надевались на киль корабля только тогда, когда эскадра отправлялась в военный поход. Возвращаясь же домой, моряки драконов снимали, говоря тем самым, что пришли с миром. Так этот корабль стал символом эпохи викингов. Еще один корабль, который стал символом своей эпохи, это корабль, который изображен на следующей марке. Это каравелла. Очень красивый парусник. Каравелла же стала символом эпохи географических открытий. Именно на таких кораблях совершали свои открытия Васко да Гама и Христофор Колумб. Именно на каравелле он достиг берегов Америки в 1492 году. И первое кругосветное путешествие было совершено именно на каравелле. И морской путь в Индию был открыт тоже на каравелле. Так этот прекрасный парусник стал символом эпохи географических открытий. Следующий корабль изображен на третьей из марок этой серии. Это Галеаза. Военный гребной корабль, который появился в Венеции. Необходимость модернизации своего флота у венецианцев возникла из-за того, что их противники испанцы начали очень активно модернизировать свой флот и устанавливать на свои корабли пушки большого калибра, что не могло не беспокоить венецианцев. И что они придумали? Они установили на каждый свой корабль, настроили башни. И в эти башни установили пушки большого калибра, а по бортам установили пушки калибром поменьше, чтобы отражать абордаж. Вообще, смотря на этот парусник, кажется, что это, ничего особенного, обычный трехмачтовый парусник. Но это совсем не так. Это гребной корабль, причем не просто гребной, а гребной военный корабль. А паруса на нем поднимали только когда нужна была дополнительная скорость. Следующий корабль – это галеон. Уже более современный, более модернизированный, более мощный. На таком уже можно было отправляться в дальние походы. Он лучше противостоял штормам, ветрам. И что немаловажно, галеон был намного дешевле в постройке своих конкурентов. Следующая марка из этой серии – это четырехмачтовый парусник «Клиппер». Изначально эти корабли были только парусными, но с развитием технологий в начале 19 века на них стали появляться паровые двигатели. Это одни из первых кораблей, на которых в качестве эксперимента стали устанавливать двигатели. Клиппер также отличается своей необычной формой, а именно заостренным носом. И эту идею очень долго пришлось отстаивать ее конструктору и нарушить все мыслимые и немыслимые правила, которые складывались веками. Клиппер стал самым быстрым кораблем в свое время. Но
Век его был недолгий. В 1886 году открылся Суэцкий канал, и необходимости в быстрых, но парусных кораблях с каждым годом становилось все меньше. Следующая марка – это пакетбот. Вот такой вот корабль. На таких кораблях обычно перевозили почту. Первые корабли с почтой на борту отправились еще в 1630 году из Стокгольма в Германию. Первые же регулярные рейсы стали ходить из Санкт-Петербурга. Началом этого сообщения считается 3 апреля 1724 года, когда из Санкт-Петербурга вышел фрегат «Святой Яков» и отправился в германский город Любек. Пакетботы, независимо от того, что имели абсолютно мирную миссию, доставка, перевозка почты, были оснащены и орудиями. Они могли нести на своем борту до 20 пушек. Ну и последняя марка из этой серии, и на ней нет, не парусник, как вы могли уже подумать, на ней ледокол. И не просто ледокол, а первый в мире атомный ледокол «Ленин». И этот корабль был заложен в 1956 году и спустя 1,5 года спущен на воду. Необходимость в таком корабле возникла из-за того, что нужно было осваивать Северный морской путь, а атомный ледокол мог бы находиться в плавании практически неограниченное количество времени, что нельзя сказать о дизельных ледоколах. Для строительства этого ледокола было привлечено более 300 предприятий, научных институтов. И первая проблема была в том, что до этого никто не брался за такой масштабный проект, и подходящего цеха в стране не нашлось. Так что строительство начали под открытым небом. Корабль был принят в состав военно-морского флота 3 декабря 1959 года. Атомный ледокол стал первым кораблем, который высадил дрейфующую научно-исследовательскую станцию на льдину на Северном полюсе. Это была станция Северный полюс-10. Также благодаря ледоколу срок навигации по Северному морскому пути увеличился более чем в 3 раза. С 3 месяцев до 11. После завершения своей службы корабль превратили в музей. И на сегодня это все. Спасибо за внимание. С вами была я, Ира. И до новых встреч в влогове интроверта.